После того, как у нас работа немножко просохла, мы можем взять теперь более темную краску. Если это будет на лепкастной поверхности, грунтованной, на холсте, на чем угодно, то там можно работать не только темной краской, но и более светлой. Но поскольку мы работаем на бумаге, то белилами является сама бумага, и мы это должны учитывать в процессе работы. И как можно здесь немножко разнообразить эту листву. Вот, например, здесь я пройдусь такими декоративными элементами, которые будут изображать как бы тень. Здесь то же самое мы можем сделать с какой-то одной стороны более темным. Еще не нужно забывать, что в таких даже декоративных элементах необходимо, чтобы присутствовала некоторая логика расстановки света, тени или декоративных элементов. В данном случае я как бы ритмично это завожу, что у меня, ну, скажем, темнее, пускай даже и если снизу свет в этой части, то здесь он переходит как бы на верхнюю часть условно. Мы об этом позже еще будем не раз говорить. Я объясню это все более подробно. То есть у вас должно быть расставлено какое-то логическое решение во всем. То есть если я для себя решила, что здесь у меня будет темная верхняя часть, а здесь у меня будет темная нижняя часть. Может быть, везде одинаково нижняя часть темная, но вот исходя из того, как я понимаю ритм и хочу здесь это применить, то я вот делаю так. Потом мы можем немножко сделать такую как бы к центру мы можем сделать еще такие плавные линии, которые будут изображать раздел этой листвы на какие-то светотеневые участки, условно скажем. Здесь я немножко заехала, но в общем я вот так вот возьму, закрашу, чтобы они меня не смущали. Опять показываю вам, вот я сделала ошибку, и я нашла способ, как эту ошибку превратить в что-то новенькое. Я нашла способ, как эту ошибку использовать. Так, теперь приступаем дальше. Вот к нашему большому дереву можно сделать, например, от центра какие-то элементы
Или вот как я... Ладно, давайте мы сделаем сначала вот по низу. Видите, здесь я уже одинаково делаю с обеих сторон. Как бы такая получается симметрия некоторая в тональном распределении. И мы сделаем от центра какие-то элементы графические. И вместе с тем получается такая ритмичность, понимаете, вот на ритмы нужно обращать особое внимание, будь то живопись, рисунок, композиция, все должно быть пропитано каким-то ритмом, потому что именно ритм это то, что воздействует на зрителя. И особенно это видно как раз на примере икон, потому я думаю, что многие из вас знают, что и современные многие, и старые мастера очень часто использовали знания, которые заложены в иконе для своего творчества. Вот здесь то же самое мы можем просто сделать такую. Можем сделать такие графические элементы просто вот от центра. Немножко, видите, вот я сбилась с ритма. Вот, сейчас попробую это исправить. Вот, лучше вот так. Так, и последнее наше дерево. Последняя крона дерева. Как вы видите, в принципе, все то, что я вам показывала самый первый раз еще, упражнение, как работать, упражнение, самое мое первое упражнение в этом плейлисте, оно получается как основа для всех наших последующих занятий. Поэтому смотрите это видео и повторяйте, и приобретайте опыт, и будет вам счастье. То есть вот если нам хочется немножко получить еще больше удовольствия от нашего рисования, мы можем еще что-то придумывать.
придумывать можно до бесконечности. Видите, я уже не могу остановиться. Хочется что-то делать, делать, делать. Вот так. Спасибо всем за внимание. Всем хорошего. До новых встреч.